Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала Семейный Handmade. Сегодня, как и обещала, я покажу рецепт массы для молдовых фигурок. Эта масса чем-то похожа на холодный фарфор, но лепить из нее не получится. Она подходит только для заполнения небольших форм. Для ее приготовления нам понадобится кукурузный или картофельный крахмал, клей ПВА «Столяр», у меня фирмы «Момент», и акриловая краска нужного цвета. Если краску не добавлять, то фигурки получаются молочного цвета немного в желтизну. Пропорции для смешивания: 2 части крахмала на 1 часть клея. Обычно я смешиваю 6 столовых ложек крахмала с 3 столовыми ложками клея ПВА. Сначала смесь как следует перемешиваем ложкой. Дальше смазываем руки кремом, у меня детский, и вымешиваем руками. Добавляем примерно 1/3 столовой ложки акриловой краски. Если вы не планируете окрашивать массу, то необходимо добавить еще немного клея. И хорошо вымешиваем. Масса будет липнуть к рукам и сильно пачкаться. Поэтому, как только вымесим до однородного состояния, идем отмывать руки. Пока масса совершенно не пластична и сразу рвется, если ее попробовать растянуть. Добавляем немного крема, я снова использую детский, и хорошо вымешиваем. Масса сразу начинает меняться, становится эластичной и приятной на ощупь. Формируем шарик и убираем в целлофановый пакет. Работать с массой нужно достаточно быстро. Отрываем небольшой кусочек для работы, а остальную часть из пакета не достаем. Масса очень быстро высыхает. Силиконовые молды ничем смазывать не нужно. После высыхания фигурки легко из них извлекаются. Как самостоятельно сделать силиконовые молды, я рассказывала в прошлом видео и дам на него ссылку в описании. Старайтесь хорошо утрамбовывать массу в молды, чтобы пропечатались все мелкие детали. Оставляем фигурки на просушку. Я оставляю на ночь. Из такого замеса получается достаточно много фигурок, поэтому если вам столько не нужно, можете замешивать массой чуть меньше. Фигурки получаются гладкие, крепкие, похожие на изделия из полимерной глины. Единственный их недостаток – при сушке их немного выгибает, но это можно исправить. Если немного погреть фигурки в руках, то можно аккуратно придать им ровную форму. Правда, такое возможно сделать только в первые пару дней после их изготовления.
Ставьте лайки, если это видео было полезным, и подписывайтесь на наш канал, если вы до сих пор этого не сделали. Творческого всем вдохновения и до новых встреч!